Для вязания такой круглой сумки нам понадобится джут в 2 нити. Здесь джут примерно 1,5-2 миллиметра в 2 сложения. И я беру крючок 4 миллиметра. Формируем кольцо амигуруми. Для этого я оборачиваю пальцы. Кончик кладу на тыльную сторону руки. Оборачиваю нитью пальцы. Завожу крючок под кончик. И провязываю первый столбик без накида. Перехватываюсь. Его в дальнейшем при вязании мы учитывать не будем. Сейчас в это кольцо нам нужно набрать еще 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6-й столбик. Тянем за вот этот кончик, соединяем столбики в кольцо. Первый ряд нашей сумки готов. Затягиваем это колечко очень плотно, таким образом. И сейчас для вязания нам понадобится маркер. Второй ряд. Вот этот кончик мы сейчас будем сразу ввязывать в наше вязание. И покажу, как мы сейчас будем вязать наш круг, нашу круглую деталь. С изнаночной стороны столбики без накида у нас формируют вот такие 2 ножки и над ней шляпка. Вот они, 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков получились. И мы будем сейчас вывязывать наш второй ряд. Таким образом, находим самую первую косичку. Вот она. Вставляем крючок за дальнюю полупетлю и находим с изнаночной стороны, вот она, вот эта перемычка, и вставляем крючок. Кончик, напоминаю, мы сейчас прячем. Захватываем рабочую нить и провязываем первый столбик без накида второго ряда. Вот этот столбик нам нужно сейчас отметить маркером. Готово. В первом ряду у нас было 6 столбиков без накида, во втором ряду мы делаем 6 прибавлений, то есть должно быть 12 столбиков. Первый столбик мы уже провязали, сюда же мы вставляем крючок и провязываем еще один столбик без накида. Готово. И каждый следующий столбик мы будем также провязывать. Находим дальнюю перемычку косички, находим вот эту петлю за этой косичкой, не забываем хвостик от начала ряда и провязываем 2 столбика без накида, 1 и сюда же второй. Готово. Следующая косичка, мы цепляемся за заднюю дальнюю петлю косички. Вот она, видите, у нас даже вот эта вот перемычка, она сама. И провязываем 2 столбика без накида. Готово. Вот такой узор у нас получается. Точно такой же круг я вязала в другом своем видео при вязании шопером. Сейчас я не буду показывать, как вяжется точно такой же круг из джута. Покажу вам это в том видео. Оставлю ссылку на это видео в правом верхнем углу и в описании к этому видео. Посмотрите подробно, очень внимательно. У меня связано 12 рядов. В диаметре сумка получится примерно 19-20 сантиметров. И если вам нужно связать сумку побольше, соответственно, вы провяжите на несколько рядов побольше. Итак, переходим к вывязыванию стенок. Я довязала до конца ряда. Вот он, последний столбик довязан. Этот маркер обозначает начало ряда. И мы немножко зайдем на следующий ряд.
В столбик, в который у нас помечен маркером, мы вставляем крючок точно так же, как вязали нашу всю сумку, за одну половинку косички и за вот эту заднюю петлю. Вот она. Вставили крючок, захватили рабочую нить. Нам вообще сейчас маркер уже не понадобится. Вытащили петлю и протягиваем сразу ее через петлю на крючке. То есть мы сейчас провязали соединительный столбик. И еще один точно так же за половинку косички и за вот эту заднюю перемычку вставляем крючок и протягиваем петлю и провязываем соединительный столбик. Все, мы закончили сейчас наш последний ряд и будем вывязывать стенки. Можно сейчас отрезать нить, как хотите, сделать незаметное завершение этого ряда, либо можно сделать вот таким способом, которым я вам сейчас покажу. Он не бросается в глаза. Вот так вот он выглядит. Вот у нас здесь закончен ряд. Вот видите, вот эти два соединительных столбика. И мы уводим просто нить на изнаночную сторону. То есть такое небольшое смещение рядов получилось, но в самом изделии оно будет незаметно. Начинаем вывязывать боковинки сумочки круглой. Для этого мы за вот этой косичкой находим перемычку. Вот она. И просто мы вяжем столбик без накида. Вот. И так за каждой косичкой находим вот эту перемычку и провязываем столбик без накида до конца ряда. Все, встречаемся вот здесь, в начале этого ряда. Все, довязала вот этот первый ряд боковинки до конца. И сейчас мы будем вязать второй ряд и последний боковинки. Так же, как и вязали основную деталь. То есть за половинку косички, вот она, половинка косички, и за вот эту перемычку с изнаночной стороны. То есть так же, как и вязали основную деталь. Так, в центр вот косички, захватываем половинку косички и вот эту перемычку изнаночную. И так вяжем до конца ряда за половинку косички, за вот эту перемычку с изнаночной стороны. Вот она. И провязываем столбик без накида. Это у меня тоже крючок 4 миллиметра, просто другого цвета. Вяжем до конца этого ряда. И я покажу, как закончить этот ряд и как мы будем соединять детали. Все, этот ряд вяжется уже намного быстрее. Все, я довязала ряд до конца. Вот он у нас начинался отсюда. Вот он. И последние несколько столбиков, 2, вот они 2, можно 3 столбика, мы провяжем просто соединительными столбиками, завершая круг, чтобы он у нас завершился плавно. Раз. И 2. Сейчас посмотрим, если будет необходим третий столбик, то можно будет и провязать третий. Так, нет, 2 столбиков достаточно, чтобы сделать ровное скругление, вот такое незаметное скругление. Все, расправляем нашу деталь. Стенки нужно хорошо растянуть, потянуть, вернее. Так, одна деталь готова и вторая точно такая же деталь готова. Очень важно перед тем, как вы будете вывязывать вот эти вот боковинки, я об этом не сказала с самого начала, их вот эти вот сами кругляшки нужно хорошо отпарить утюгом с паром через влажную ткань, либо через сухую, но хорошо увлажнить и просушить. Вот детали, они получаются достаточно жесткие и очень ровные. Вы, когда будете вязать такую сумочку, сами обратите внимание, когда вы свяжете этот круг, он все равно будет не такой гладкий, как у меня сейчас.
не такой ровненький. Это вид с изнаночной стороны. Все кончики мы с вами спрятали. И на одной детали, и на второй. Вот. Одну деталь, в которой у нас остался кончик, мы делаем незаметное завершение. Вставляем следующий, под следующую косичку крючок сверху вниз, подобие половинки косички. Захватываем кончик, вставляем крючок сейчас в центр вот этой же косички, откуда у нас выходит этот кончик. Если неудобно крючком, которым вы вязали, не получается, то возьмите крючок меньшего номера. Так, вот она косичка. Все в центр попало. И уводим кончик на изнаночную сторону. И вот в этих ножках столбика мы вот эти кончики можем спрятать. Например, вот так вот можно, либо в одном направлении. Все, незаметное завершение у нас сделано. Вот такой краешек получился. И сейчас совмещаем две детали. Будем совмещать таким образом. Вот у нас начало ряда. Вот здесь у меня маркер. И здесь примерно. Уменьшаем вот эту петлю. Нить у нас должна идти с внутренней стороны наших половинок. Все, мы ее увели. Соединили детали наружными сторонами, лицевыми сторонами наружу. И сейчас будем соединять детали. Находим крайнюю косичку. Вот она. В любом месте вы можете соединять. Захватываем одну половинку косички. Вот таким образом. Рабочую нить. Вот эту петлю мы сейчас подтянем. И нам нужно захватить рабочую нить и вытянуть петлю на лицевую сторону. Протянуть через петлю на крючке. Все. Сейчас что мы делаем? Мы вставляем крючок снова в верхнюю деталь за одну половинку. Далее в нижнюю деталь также за одну половинку косички. Так, захватываем, вот она, рабочую нить с внутренней стороны сумки, вытягиваем петлю, через верхнюю половинку протягиваем и через нижнюю половинку протягиваем. Все. Далее находим следующую косичку, на нижней детали захватываем одну половинку, на верхней детали половинку косички захватываем рабочую нить и протягиваем через вот эти половинки и через петлю на крючке. Вот так. Слишком туго вот эту косичку соединительную не вяжите, потому что она стянет всю нашу работу. И слишком слабо тоже не вяжите. Сейчас наоборот, мы вставляем крючок снова в верхнюю половинку, в нижнюю, рабочую петлю захватываем, протягиваем. Далее в нижнюю, в верхнюю и захватываем. То есть мы чередуем верхняя, нижняя, рабочая нить, вытягиваем эту нить через косички и через петлю на крючке. Все, и таким образом заканчиваем наш шов на необходимый вам размер. Вы оставляете место для входа в сумку самостоятельно, но обратите внимание, это место должно быть, так вот я сейчас разверну, вот так у нас будет сумочка. Вот оно, начало соединения, вот оно, где у нас маркер. Вот это место, вход в сумку, оно должно быть выше середины сумки, иначе сумка будет переворачиваться. Вот так вот. Ну, вход в сумку вы уже регулируете самостоятельно. Все, я сделала соединение деталей. Вот такой шов получается. Так, вот так выглядит соединение. Сейчас мы вытягиваем нашу нить. Отрезаем нить, вытягиваем. Все, сумочка готова. Сейчас нам нужно закрепить вот этот кончик. И вот вход в нашу сумочку. Размер верха сумочки, входа, примерно 25 сантиметров. Можно еще сделать пару соединительных стежков, пару соединительных столбиков
вот в этом месте. Если вам нужен вход в сумочку чуть поменьше, смотрите уже, как вам понравится. Вот так выглядит верх. Если вы хотите на верх сумочки вшить молнию, у меня есть подробный мастер-класс, как аккуратно вшить молнию. Там у меня идет вшивание молнии без соединения сначала детали. Здесь мы сначала соединили, и можно уже вот так вот тем же самым способом вшить. Этот способ, как вшить молнию, вверху в правом верхнем углу и в описании к этому видео. Посмотрите, если будет интересно. Таким способом получается идеально ровная молния, то есть она не идет волной, то есть будет очень аккуратно. Все, сумочка наша готова. Вот так она выглядит. В качестве ручки можно сделать ремешок из джута, связать его. Можно использовать вот такую кожаную фурнитуру. Здесь у меня ремешок примерно 120 сантиметров с кольцами-карабинами. Можно использовать вот такую интересную пластиковую цепочку. Она бывает еще и из акрила. Вот так смотрится сумочка вот с такой интересной цепочкой. В качестве замочка вместо, например, замка молнии можно пришить вот такую заклепку. Вот так это будет выглядеть. То есть вместо молнии можно использовать вот такой вот хлястик. Если это видео было для вас полезным, то не забывайте поставить лайк этому видео. И если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то не забывайте подписаться. До встречи в новых видео. Пока!